Друзья, всем привет! В прошлом ролике я увидел на парковке Mercedes Maybach GLS 600 и сказал, что было бы неплохо на нем прокатиться. И вот сегодня мое желание исполнилось. Я сижу за рулем Мерседеса, и не просто Мерседеса, а Майбаха. Это Maybach GLS 600, и сейчас я посмотрю, а заодно покажу вам, что он из себя представляет. Так, поехали! И первое, на что я обратил внимание, это то, как машина заводится. И я надеюсь, вы тоже заметили, что этот Maybach завелся не так, как остальные машины. Этот автомобиль вот так необычно заводится, из-за того, что у него нет стартера в привычном для нас понимании. И у этого автомобиля, у двигателя этого автомобиля нет маховика. Все эти вещи здесь заменяет стартер-генератор, который питается от сети 48 вольт. 48 вольт, не 12, не 24, 48. У него есть отдельная сеть, и он заводит двигатель в любой там мороз, там ему вообще без разницы, ваш двигатель будет заведен. Это раз. А еще этот стартер-генератор помогает автомобилю ускориться, если, допустим, вам нужно резко кого-то обогнать. Он передает дополнительный крутящий момент на коленчатый вал, двигатель раскручивается с большей легкостью, и все, вы полетели. Пушка вообще, пушка, а не машина. Так, давайте теперь заглянем все-таки под капот, хотя я сомневаюсь, что мы там что-то особо разглядим. Оп. Итак, вот он, этот монстр. И это еще, между прочим, ребята, не самый мощный двигатель в линейке Мерседесов. И обратите внимание, у него есть, здесь есть логотип Mercedes, и тут же присутствует логотип Maybach. Как я и говорил, особо здесь смотреть не на что. Все закрыто. Уф, тяжелый капот. И, кстати, вот этот логотип, да, мерседесовский. Ну а теперь о том, что же все-таки представляет из себя Maybach и чем он отличается от обычного Mercedes GLS. И о самых главных отличиях вы узнаете во второй части этого видео. А сейчас давайте посмотрим, что же представляет из себя место водителя. На самом деле место водителя в этом Maybach ничем не отличается от места водителя в обычном Mercedes GLS. Единственное отличие это в том, что на приборах имеются логотипы Maybach 1, 2. И в момент запуска двигателя на приборной панели тоже высвечивается логотип Maybach. Кстати, давайте вообще считать, сколько логотипов Maybach в этом Maybach. Итак, раз, два. Следующий логотип вот на этой подставке для руки. 3. Кстати, если бы ее не было, то пользоваться вот этим органом управления было бы крайне сложно. А так, руку положил и, пожалуйста, переключай. Вообще органы управления в этом автомобиле, они полностью идентичны органам управления обычного Mercedes GLS. Все то же самое, все полностью привычно, ничего особенного вообще здесь нет. Кстати, именно в этом автомобиле отделка салона такая, что она практически как и в обычном Mercedes. Да, дорого, богато, дерево, кожа. Но большинство Майбахов отделано черным деревом и со светлыми полосками. Здесь же у нас отделка вот такого плана. И чуть позже я остановлюсь на ее достоинствах и недостатках. Но бог с ней с отделкой, мы едем дальше. Итак, здесь у нас подстаканники. И они совершенно обычные, то есть без функции подогрева или охлаждения. Но вообще существуют комплектации, в которых подстаканник может подогревать или охлаждать ваш напиток. Дальше вот этот бардачок. И у него здесь есть, вы, ребята, посмотрите, парфюм. Очень приятный запах, такой нейтральный. И вот прикол мерседесов в том, что у них есть вот такие вот вещи, такой именно брендовый их парфюм. Есть разные запахи на самом деле, на любой вкус и цвет. И очень прикольно на самом деле, когда ты садишься в машину, а в салоне раздается вот такой
приятный запах. И вот здесь еще есть крепление для ручки, да, я заметил. Это хорошо. Ручку вот так бац, вставил, и она держится, не потеряется. Ну а по поводу вот этой мультимедийной системы уже много было сказано. Это последнее поколение мультимедийных систем от Mercedes. MBUX. Можно управлять как с помощью вот этого тачскрина, можно управлять руками, потому что этот экран на самом деле тоже тачскрин. И этой же мультимедийной системой можно управлять с помощью кнопок на руле. Вот здесь вот вы видите, есть такие небольшие тачпады с одной стороны и с другой. Прикосновением к нему я могу управлять мультимедийной системой. Так, я включил музыку. И смотрите, какая у нас здесь музыка. Музыка у нас здесь Бурмистр. Но это не самая топовая комплектация, потому что есть более дорогая версия аудиосистемы Бурмистр для Мерседесов, которая включает там множество динамиков по всему кругу. И в частности, вот эти динамики, они объемного звучания, и при запуске автомобиля они немножко выдвигаются сюда, наружу. Ну, давайте немного прокатимся. И посмотрите, тут есть проекция на лобовом стекле. Эту проекцию можно настроить как угодно, под вообще любое ваше желание. А вот тоже красивая тачка, да, ребят? Что скажете? Итак, дальше у нас идет блок управления климат-контролем. Здесь у нас блок управления подвеской и все, что отвечает за внедорожные характеристики этого автомобиля. И, кстати, не смейтесь, Maybach действительно является внедорожником, он обладает очень хорошими внедорожными характеристиками, но именно вот этот автомобиль, он не укомплектован вот этой системой подвески, которая помогает ему выбраться из болота, в котором он застрял. Ну, знаете, да, когда прыгает машина. Здесь такого нет. Тут у нас подлокотник, в котором спрятана ниша. Такая она не особо глубокая, но какую-то мелочевку здесь можно разместить. И здесь же есть у нас еще один порт USB Type-C. Блок кнопок, который отвечает за управление водительским креслом, расположен на двери. Собственно, это мерседесовская фишка. И здесь же есть кнопка, нажав на которую этим блоком можно регулировать положение кресла переднего пассажира. Так, ну и раз уж мы сдвинули кресло переднего пассажира вперед, чтобы освободить пространство для пассажира, который сидит сзади, давайте переместимся на задний ряд. И не забываем подсчитывать при этом логотипы Maybach. Я, кстати, заметил еще несколько. Только здесь, на водительском сиденье. Раз. На педалях, на каждый по одному логотипу. 2, 3. На пороге. И вот здесь. И, кстати, посмотрите, какая здесь подножка. В зоне водительской двери она почему-то уже, а у задних пассажиров она шире. Вылезать из внедорожника с такой-то широкой подножкой гораздо удобнее. Кстати, на подножке тоже логотип Maybach. Maybach, 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 Maybach. Обратите внимание на вот эту решетку, это пластик. Вот это тоже пластик. Некоторые люди возмущаются тем, что в таком дорогом автомобиле использован такой дешевый материал. Но представляете, ребята, если бы эти решетки были из металла, что было бы с тем человеком, который попал бы под колеса этого тепловоза? Итак, мы оказываемся в царстве роскоши, наверное. Давайте проверим. И первое, что говорит о том, что здесь зона повышенного комфорта, это вот эта подушка. Она действительно мягкая и действительно очень комфортна. Но вообще, Maybach оборудованы не только этими подушками. В комплекте есть еще подушки вот здесь под поясницу, но здесь их почему-то нет. Вообще в стандартном Mercedes GLS 3 ряда сидений, 2 из которых находятся в задней части автомобиля. Но в Mercedes Maybach GLS 600 сзади только один ряд. И все это пространство, оно отдано лишь 2 пассажирам. Кстати, места сзади не сказать, чтобы прям очень много. Давайте исправим это. И мы можем сдвинуть переднее сиденье максимально вперед. И обратите внимание, на спинке этого сиденья тоже есть логотип Maybach. И теперь вот, да, действительно, места достаточно много. И теперь смотрите, оп. Выдвигается вот такая подставка для ног. Оп-оп-оп. Вот так вот примерно. И сейчас я наклоню спинку своего сиденья. Это максимум.
То есть, ну, я не скажу, что я прям лежу, но, по крайней мере, ну так, довольно комфортно. И я думаю, что даже можно подремать в таком положении. По крайней мере, я совсем недавно так дремал в поезде, в сидячем вагоне. И смотрите, друзья, вот я сдвинул максимально вперед кресло переднего пассажира. И вот что здесь обнаруживается. Что это такое? Что это за колхоз, да? Вы можете сказать. Но на самом деле, посмотрите внимательно на то, какого цвета ковролин в этом автомобиле. Ну, я не скажу, что он белоснежный, но он максимально светлый. И точно такого же цвета, как этот ковролин, в этой машине были коврики. А машина пришла в феврале. Вы знаете, какая у нас грязь, какая слякоть в Москве в это время года. Так вот, эти коврики буквально 2 раза зашли и вышли в машину люди, и все, их уже невозможно даже химчисткой отмыть. Поэтому решили прибегнуть вот к такой мере. Не из-за того, чтобы защитить ковролин от грязи и потом перепродать машину подороже, а из-за того, что просто не хотелось видеть эту грязь, вот и все. Я не знаю, для какой страны этот Майбах сделали с темным верхом и со светлым низом. Продолжаем изучать задний ряд, насколько он комфортный. И вот смотрите, ребята, здесь есть у нас планшет. Привет, BMW 7. Вы первые это реализовали, и Mercedes за вами теперь решил повторить. Кстати, планшет Samsung. С помощью этого планшета можно управлять как мультимедийной системой, так и какими-то опциями комфорта. Например, регулировка сидений, подсветка, массаж в сиденьях, вентиляция и тому подобное. Но не забывайте, что при желании этим планшетом можно пользоваться как обычным планшетом, а не как частью вот этого автомобиля. Ну а мы идем дальше, и у нас должен быть здесь холодильник. Правильно? Мы же в Майбахе. Открываем. А холодильника-то нет на самом деле, и чуть позже я объясню почему. Следующее, что дарит комфорт пассажирам заднего ряда, это вот этот блок управления климат-контролем. И у нас здесь есть вот такое пространство, скрытое под этой панелью. И в этом пространстве у нас 2 подстаканника. И уже вот эти подстаканники могут охлаждать или подогревать ваш напиток, в зависимости от ваших пожеланий. За это отвечает вот эта кнопка. Синяя подсветка означает, что напиток охлаждается. Красная, что он подогревается. Все логично. Никаких подстаканников для фужеров здесь нет. Обычные подстаканники, причем один больше, другой меньше. Ну, вот это такая комплектация. И не забываем считать логотипы Майбаха. Еще один. Ну и логотипы на спинках сидений. И логотип должен быть на пепельнице. Но его здесь почему-то нет. А вот это вот косяк, между прочим, это косяк. А еще посмотрите, что скрывает этот тоннель. Есть столик, хочешь работай на ноутбуке и подзаряжай его от зарядного устройства. Или можешь с комфортом перекусить. Все. Ну и давайте теперь разберемся, почему же в этом автомобиле нет холодильника, хотя изначально он здесь был. А все из-за того, что холодильник съедал огромное пространство в багажнике, и в багажник нельзя было загрузить большой чемодан, только 2 маленьких. Теперь же, когда от холодильника избавились, в багажнике можно перевозить более-менее габаритные чемоданы. Кстати, эта полка, она с шумоизоляцией. Все для повышенного комфорта. Логотипы читаем. Кстати, обратите внимание на этот шрифт. У Майбаха он особенный. А вот на Мерседесах такие надписи делают совсем другим шрифтом. Вот такой, ребята, этот Майбах. Не особо богатая комплектация, но тем не менее для комфорта пассажиров, для комфорта водителя здесь есть, ну, практически все. Ну, практически все есть. Да, здесь нет каких-то опций в виде, допустим, вот той чудесной подвески, которая помогает застрявшему автомобилю вылезти практически из любого болота. Или, допустим, нет таких вот подстаканников для того, чтобы они зажимали фужеры. Но я считаю, что на такой машине в грязь вряд ли кто-то полезет, ну, в такую непролазную грязь. Это во-первых. Ну, а во-вторых, ну, часто, что ли, люди шампанское распивают в машину. Ну что ж, вот я показал вам весь этот Майбах изнутри и снаружи. Я намеренно не искал какие-то кривые строчки на кожаных сиденьях, но тем не менее, даже на мой непредвзятый взгляд, в этом автомобиле есть какие-то недостатки. Причем недостатки такие, что я считаю, их не должно быть в автомобиле, который стоит как чугунный мост. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой тачки, будет интересно почитать. Обязательно ставьте лайки или дизлайки, это уже на ваше усмотрение, но главное, проявите свою активность, это очень важно для канала.
Кстати, не забывайте на него подписываться. Только помните, что я не автообзорщик, и на моем канале очень мало видео с обзором автомобилей. На этом все, друзья. Пока. Желаю всем добра и дорогих тачек. До новых встреч.